Привет, друзья! Валерий Георгиевич Карпин – советский и российский футболист, а ныне главный тренер сборной России по футболу. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации, заботливый отец и любимый муж. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Валерий Карпин, его биографию и гражданство какой страны Евросоюза он имеет. Валерий Георгиевич Карпин родился 2 февраля 1969 года в Нарве, Эстонская ССР. Советский и российский футболист, полузащитник, тренер, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Отец Георгий Карпин, рабочий слесарь. Мама Светлана Карпина, работала на текстильной фабрике. К футболу Валерия приобщил отец, который сам увлекался этим видом спорта, выступал за любительские команды. В какой-то момент родители Карпина развелись, далее его воспитывала мама. В возрасте 8 лет начал тренироваться в Нарвской футбольной школе. Его первым тренером был Юрий Шаламов. Играл за детские сборные Эстонской ССР, выступал на турнирах клуба «Кожаный мяч». Кроме футбола, Валерий хорошо играл в хоккей. В возрасте 12 лет даже входил в детскую сборную Эстонской ССР. С 15 лет начал тренироваться в спортшколе Калининского района Таллина. Далее его взяли в местную команду «Звезда». С 17 лет в таллинском футбольном клубе «Спорт», который выступал во второй лиге СССР. Главным тренером был Валерий Овчинников. Когда Карпин достиг 18 лет, его призвали в армию, служил в команде Прибалтийского военного округа. Вместе с армейской командой приехал на турнир во Львов, откуда его забрали в Москву, в клуб ЦСКА. В основной команде юному игроку места не было, поэтому службу проходил в фарм-клубе ЦСКА-2. В 1989 году по окончании армейской службы играл за Воронежский «Факел», выступая на позиции левого полузащитника. В 1990 году перешел в московский «Спартак», куда его пригласил селекционер Валентин Покровский. Затем главный тренер команды Олег Романцев перевел Карпина на правый фланг полузащиты. За команду Валерий дебютировал в клубе в игре с ЦСКА и отдал 2 голевые передачи, чем помог «Спартаку» одержать победу со счетом 5-4. В 1/8 финала Кубка чемпионов с Наполи именно Валерию было доверено наносить первый удар в серии пенальти, и свою попытку он реализовал. В начале 90-х Карпин стал одним из лидеров «Спартака», который в те годы единолично властвовал в российском чемпионате. В составе команды Валерий Карпин сумел стать трехкратным чемпионом России в 92-м, 93-м и 94-м годах. После чемпионата мира в США 94 года переехал жить и играть в Испанию. Первым клубом Карпина стал баскский «Реал Сосьедад». Перед сезоном 1995-96 заключил 5-летний контракт с испанским клубом. Трансфер стоил $8 800 000. В команде Валерий сразу стал игроком стартового состава, заняв позицию правого полузащитника. Однако уже в следующем сезоне выступал за клуб «Валенсия», одну из сильнейших команд чемпионата Испании. Карпин провел сезон на достаточно хорошем уровне, однако сама команда его провалила, заняв лишь 10-е место по итогам чемпионата. В 1997 году Валерий Карпин стал игроком клуба «Сельта», куда годом ранее перешел его партнер по сборной Александр Мостовой. Становился лучшим универсальным игроком чемпионата Испании 1998-99 по версии журнала «Дон Баллон». Для «Сельты» этот период стал лучшим в истории. Команда на протяжении нескольких сезонов финишировала в зоне Еврокубков и добивалась ярких результатов в Европе. Российские полузащитники оставались бессменными лидерами команды. В 2000 году в судебном порядке добился признания равноправия российских и испанских граждан, не только футболистов, в получении социального обеспечения, в том числе по нетрудоспособности. Полностью российские спортсмены смогли быть приравнены к игрокам из Евросоюза только по результатам дела Симутенкова в 2005 году. В 2002 году Карпин вернулся в «Реал Сосьедад». Первый же сезон после возвращения стал для Карпина одним из лучших в карьере. Команда едва не выиграла чемпионат, лишь на финише пропустив вперед себя «Реал Мадрид», а Валерий был безоговорочным лидером команды и забил 8 голов. В этой же команде 36-летний Карпин в 2005 году завершил карьеру. За сборную выступал с 1992 по 2003 годы, провел 72 игры и забил 17 голов. Один из голов Карпина принес сборной историческую победу над Францией 5 июня 1999 года. Карпин был одним из футболистов сборной России, чья подпись стояла под письмом 14 в 90-х. Участвовал в чемпионатах мира 1994 и 2002 годов, чемпионате Европы 1996 года.
17 апреля 2002 во время товарищеского матча Франции на 70-й минуте Карпин ввязался в потасовку с рядом игроков французской сборной, возмущенных его грубой игрой. После матча на Карпина в раздевалке набросился француз Патрик Виейра, что переросло в драку игроков обеих сборных, в ходе которой Карпин получил синяк под глазом. В марте 2003 года принял решение завершить выступление за сборную России. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл серебро в составе команды на домашнем для нее Кубке Европы 2005. С 8 августа 2008 года по 13 декабря 2012 года генеральный директор футбольного клуба «Спартак Москва». 16 апреля 2009 года временно возглавил «Спартак» после увольнения главного тренера клуба Микаэля Лаудрупа. 30 ноября 2009 года получил тренерскую лицензию А и поступил на курсы по получению лицензии ПРО. С этого момента стал считаться главным тренером клуба. 12 декабря 2010 года окончил 240-часовое обучение и получил лицензию ПРО. В 2010 году привел «Спартак» к 4-му месту в чемпионате России и 3-му месту на групповом этапе Лиги чемпионов, дающим право выступать в дальнейшем розыгрыше Лиги Европы. В декабре продлил контракт с клубом на 1,5 года. 19 апреля 2011 года написал заявление об уходе по собственному желанию с должности главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды, находящейся на последнем месте в чемпионате России. После выигрыша в четвертьфинале Кубка России у Краснодара игроки «Спартака» надели футболки в поддержку Карпина, после чего руководство клуба отложило его отставку. После сезона 2011-2012 руководство клуба во главе с Леонидом Федуном решило расстаться с Карпиным как с главным тренером и пригласило испанского экс-наставника Валенсии Унай Эмери. 25 ноября 2012 года, после того, как «Спартак» крупно проиграл «Динамо» 1-5, «Спартак» объявил о назначении Карпина исполняющим обязанности главного тренера до конца 2012 года. В первом матче под руководством Карпина «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 2-4. 18 марта 2014 года «Спартак» и Карпин расстались по обоюдному согласию. Позже Леонид Федун объяснил увольнение Карпина. Валерий Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь, на 87. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить 3 «Халков». Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик. 12 августа 2014 года Карпин стал главным тренером Мальорки из 2-го дивизиона чемпионата Испании. После 5 туров команда, набрав 1 очко, занимала последнее, 22-е место в таблице, а ранее еще и завершила борьбу в Кубке страны, что поставило тренера на грань увольнения. Однако увольнение не состоялось, и команда под руководством Карпина провела 7 игр без поражений. Однако потом команда начала выступать неровно, и после 3 поражений подряд 10 февраля 2015 года было объявлено, что Карпин уволен. 9 июля 2015 года стало известно о назначении Карпина главным тренером клуба ФНЛ «Торпедо» «Армавир». Первые 5 матчей Карпина в ФНЛ окончились со счетом 0-0, что стало новым рекордом лиги. Затем наступила полоса неудач, команда не смогла выйти из зоны вылета и покинула ФНЛ по итогам сезона. 23 июня 2016 года Карпин покинул свой пост. 19 декабря 2017 года был назначен главным тренером Ростова, подписав контракт на 2,5 года. В феврале 2020 года продлил контракт на 5 лет. В мае 2021 года был дисквалифицирован на 3 матча чемпионата России из-за того, что бросил бутылку в судью. 23 июля стало известно, что Карпин стал главным тренером сборной России по футболу, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Кстати, как вам Валерий Георгиевич как тренер сборной? Оставляйте ответы в комментариях. Сам Карпин комментировал информацию в своем стиле, но при этом ничего не опровергая. «Я готов возглавить сборную только на условиях совмещения», разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условия, и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос, выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет, если это несложно, конечно, сказал тренер рейтингу букмекеров. В официальном заявлении РФС говорится, что Карпин подпишет контракт до конца 2021 года и все же будет совмещать работу в сборной и Ростове. Само подписание 26 июля. Условия договора, конечно, уже согласованы. Важно, в контракте есть опция продления. По всей видимости, все будет зависеть от выступления сборной России в ближайших матчах квалификации чемпионата мира 2022.
В заявлении на сайте РФС есть комментарии как президента, так и нового тренера. Вот что сказал Дюков. Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения. Ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе Ростов. Сборная для него новый вызов, и мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять. Кстати, кроме футбола, Валерий Карпин имеет бизнес и много работал на телевидении. В августе 2003 года получил эстонское гражданство для того, чтобы не считаться в странах ЕС легионером, сохранив при этом российское. Позже получил также гражданство Испании. По окончании выступления за Реал Сосьедад в 2005 году остался в Испании и стал заниматься бизнесом. С 2007 по 2010 год строительная фирма Карпина была главным спонсором велошоссейной команды «Карпин Галисия», где Карпин также исполнял функции президента, и клуба второго испанского дивизиона по волейболу «Виго» Валерий Карпин. Вел передачу о футболе «Эль Рондо» на испанском телеканале ТВЕ2. Работал комментатором на 5 матчах сборной Испании. С июля 2016 года по июль 2017 эксперт телеканала Матч ТВ. 16 февраля по 24 июля 2017 главный редактор футбольных трансляций телеканала Матч ТВ. В марте 2017 работал одним из комментаторов на матчах 1/8 Лиги Европы «Сельта-Краснодар». Генеральный менеджер футбольной команды в шоу «Кто хочет стать легионером» от 2017 года. Теперь о личном. Валерий трижды был женат. Первая жена Светлана. Со своей первой супругой футболист познакомился в родной Нарве, когда ему было 20 лет. Потом они встречались, через несколько лет поженились. В браке родились дочери Мария и Валерия. Когда на свет появилась Маша, Валерий преподнес жене в подарок автомобиль Mercedes-Benz. После развода Светлана живет с детьми в испанском городе Виго. Вторая жена – Альба Фернандес, испанская актриса. Он познакомился с ней, когда выступал в Испании за Реал Сосьедад. Испанка покорила его сердце, и он оставил первую семью. Их свадьба состоялась в декабре 2007 года. Однако, когда Карпин вернулся в Россию, брак разрушился. Третья жена Дарья Гордеева, преподавательница английского языка. Она младше его на 20 лет. Дарья Гордеева в 18 лет закончила 2 школы – гуманитарную гимназию и Нарвскую музыкальную школу. После этого поступила в Нарвский колледж Тартуского университета. Имеет степень магистра. С детства любит музыку. Была участницей многих музыкальных конкурсов. С 5 лет выступала на большой сцене, снималась в передачах 100%, до 16 и старше. А в 2000 году стала лауреатом программы «Утренняя звезда». Была финалисткой кастинга одной из «Фабрик звезд» и конкурса «5 звезд». Известность она приобрела в качестве солистки музыкальной группы Be Free. Ранее преподавала в Нарве английский язык. Имеет дочь Аню от предыдущих отношений. До свадьбы несколько лет состояли в отношениях. Впервые слухи об их браке появились в 2016-м. В конце 2016 года Гордеева сама сообщила о помолвке в Facebook. «Я, конечно, ответила «да» и стала самой счастливой», – написала она. Позже в эстонских СМИ появились фото, на которых запечатлено обручальное кольцо на пальце Дарьи. Официально поженились в июне 2017 года. Торжество состоялось в эстонском городе Нарва. 4 сентября 2018 года у пары родилась дочь Даша. У Карпина есть внебрачная дочь Вероника, которая родилась в 1990 году. До 2010 года Карпин не признавал ее как собственную дочь. В августе 2017 года Валерий Карпин был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запустите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.